Всем привет, ребята, и это наш вечерний влог с Милкой. Всем привет, ребята! Пишите в комментариях розовые сердечки, если хотите еще влоги со мной. Там утром, после школы. В общем, влоги с разными темами. Кстати, мы с Ксюшей ходили в магазин, и нам дали в пятерочке вот такую планету. А вы собираете коллекцию с ними? Я только сейчас доделала русский язык и уже сделала немецкий. Время почти 9, но ложимся мы где-то в 10. Ну, когда получается, то пораньше. Нам отключили отопление уже, и на подоконнике Милки ночью довольно прохладно. Да, я спала прошлую ночь с Ксюшей. Но вообще днем у нас погода на улице где-то 23 градуса. И сейчас я хочу постелить Милке вот такой пледик, потому что ей все-таки удобнее спать у себя. Подушечки. И плед. Посмотри, Милка, как у тебя теперь уютно в комнате, хотя добавили мы только пледик. Да, сразу спать захотелось. Нам надо делать уроки. Милке осталось сделать только математику. Там учительница вам прикрепила файл с разными заданиями. Его я сейчас распечатаю на принтере. Печатаем. Давай, Милка, скорее решай, а потом мы с тобой чем-нибудь позанимаемся. Ксюша, ты мне поможешь? Милка, что за милые глазки? Как я могу им отказать? Хи-хи. Мои милые глазки все решают. Так, Милка, ну столбик это легко, выполнишь сама. А я обязательно проверю. Ну да, это легкотня. Все. Так, ну-ка посмотрим, Милка. 80, 80, 64, 35, 31. Все правильно, Милка, умница. Ну, считать столбиком я умею. В следующем задании как делать? Я, если честно, сама как-то не очень понимаю. Но тут, наверное, надо 42 сантиметра и величину меньше указать. Ну, например, там 34 сантиметра. Но я думаю, Милка, что так надо делать. Но если даже неправильно, то вы же все равно на уроке там разбираете. Ну, напишу так. Пойдет? Я думаю, да. Ну а дальше тоже легко. Милка, тебе даже помощь моя не нужна. Хи-хи. Я доделала все задания. Умничка, главное не забудь в школу взять. Ну а сейчас давай сделаем перерыв и откроем небольшой подарок от подписчицы. Да, я уже тут как тут. И этот подарочек мне передали в музыкальной школе от девочки Маши. Мы с Милкой передаем ей большой привет. Маша положила нам в подарок 2 бумажные уточки. Одна беленькая со свитером с надписью Love, а вторая такая светло-розовенькая. Еще была милая ручка с кошечкой. Она, кстати, синяя, шариковая. И последняя это игрушечное радужное мороженое. Ну а точнее эскимо. Спасибо, Маша, за подарок. Да. Ну что, Милка, это все домашнее задание на завтра? Да. Что поделаем? Я, конечно, не намекаю, но... Давай сделаем новую канцелярию. А то тетрадей мало. Ну давай, Милка.
Милка, и заодно покажем ребятам, как ее сделать. Вам понадобится тетрадь. Она может быть и в клетку, и в линию. Это зависит от того, какую тетрадочку вы хотите сделать для вашей уточки. Также вам понадобится цветная бумага или бумага из альбома. Это у нас будет обложка для тетради, поэтому можно сделать цветную, а можно просто белую, а потом раскрасить. Тут также зависит все от вашей фантазии. Еще ножницы и клей или двухсторонний скотч. Клей может быть клей-карандаш, жидкий клей, но им не очень удобно, скорее всего, будет. Лучше всего клей-карандаш или двухсторонний скотч. Я буду пользоваться им. Ну и фломастеры, ручки, это все для обложки блокнота. Можно оставить просто однотонную, а можно нарисовать что-нибудь или раскрасить. Милка, ты какую хочешь? Конечно, с рисунком. Ну хорошо. И еще вам понадобится карандаш, ластик и линейка. Ну что, начинаем? Сначала нам нужно отметить размеры тетради. И еще нам нужно открепить от листов вот эту зеленую обложку. Но она у вас там может другого цвета. Теперь смотрим, где располагается первая скрепка. У меня она вот тут. И нам нужно примерно отметить так, чтобы эта скрепка была посередине тетради. И отмечаем 6 сантиметров. После того, как отметили 6 сантиметров маленькими черточками, ставим линейку на нижнюю. И отмечаем 5 сантиметров. А также проводим линию по низу. Если вы делаете тетрадь в линию, то тут уже будет не так удобно. Сначала отметьте длину нижних линий, а потом сделайте черточки и проведите вот такую вертикальную. Ставим линейку на верхнюю черточку и проводим линию 5 сантиметров. Ну а теперь вертикальная линия 6 сантиметров. Размеры тетради могут быть разные, но вот это, мне кажется, самый универсальный. Теперь нам нужно аккуратненько вырезать. Если вам сложно ровно вырезать, то можно прикрепить вот такую прищепочку, ну, в общем, чем-нибудь зажать тетрадь и вырезать. В принципе, я думаю, тут ничего сложного не будет. Итак, основа тетради готова. Ну а теперь сделаем обложку. Берем лист, это может быть А4 или альбомный лист. Но вот альбомные листы обычно плотнее, поэтому они лучше всего. Отмечаем те же размеры, что и были на тетради. Начинаем с уголка. Ставим линейку вот так. Отмечаем 6 сантиметров, ставим вот такую черточку. Через некоторое расстояние еще раз ставим вот так линейку и отмечаем. Теперь проводим вертикальную линию по этим черточкам. Отмечаем на этой вертикальной линии 5 сантиметров и 10. То же самое делаем с этой стороны.
И проводим линию по этим черточкам горизонтальную. Это и будет обложка тетради. Лишнее можно стереть, вот этот хвостик. А теперь придумываем дизайн для тетради. Тут будут разные идеи для оформления обложки. Но также вы их можете посмотреть в Pinterest или в Яндексе. Просто напишите «обложки для тетради». По крайней мере, когда я ввожу этот запрос в Pinterest, то мне выдают красивые обложки. Мы нарисуем вот такую с разными цветочками. Это, конечно, не тетрадь, но обложку мы сделаем такую же. Я пока вырезала вот так кусочек, но чтобы весь альбом не мешал. Еще можно сделать строчки для того, чтобы уточка подписала свою фамилию и имя. Мы это сейчас и сделаем. То давайте отметим точный размер, где будут находиться эти линии. Сейчас надо быть очень внимательным. Эта сторона передняя, а вот эта задняя. Мы потом сложим и приклеим сюда листочки. Вот так. Главное, не перепутайте. Я вот даже подписала, чтобы вам было понятней. Кладем линейку вот так на вертикальную линию посередине. Отмечаем 3 сантиметра. И тут также. Проводим линию. На этой линии отмечаем 1 сантиметр и 4. А вот эти по краям мы их отметили для того, чтобы стереть лишнее, чтобы линия была посередине. Теперь отмечаем 3 сантиметра и 5 миллиметров. Все делаем точно так же. И последняя, третья линия будет на 4 сантиметра. Вот так получилось. Теперь вы можете нарисовать любой рисунок карандашом. Ну а я буду сразу ручками и фломастерами. У меня получилась вот такая яркая обложка. И сейчас ее нужно вырезать. Ну а теперь осталось лишь приклеить обложку на тетрадь. И тетрадь для уточки готова. Какая классная и блестящая. Ой, Милка, тебе уже спать пора, скорее пойдем. Ксюша, ты мне почитаешь сказку? Да, Милка, только еще не забудь почистить зубки. Ну а на этом все, ребята. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.